Лукашенко начали поступать угрозы от русских, а сама Россия перешла к мирному ядерному терроризму. Как такое возможно? Давайте разбираться. Привет, с вами Данута. Ситуация на границе Украины с Белоруссией и Россией продолжает оставаться крайне напряженной, вызывая серьезную обеспокоенность международного сообщества. А диктатор с фиолетовыми пальцами стал мейнстримом новостных выпусков. То он на словах усиливает южную границу, затем оказывается, что это ложь. Затем, ничего не озвучивая под прикрытием учений в Гомельской области, сосредотачивает таки вблизи украинской границы вооруженные силы Беларуси. Там же он собирает российских наемников из бывшей частной военной компании «Вагнер». Это те самые ребята, которые славятся своей любовью к миру и порядку. Напомню, «Вагнер» не раз провоцировал беспорядки и дестабилизацию в других странах, таких как Ливия, Сирия, Центральноафриканская республика и Судан, где их присутствие зафиксировано в последние годы и совпадает по времени с ухудшением ситуации в регионах. Но количество наемников слишком мало для полноценного участия в агрессии, однако вполне достаточно для инструкторской работы. И вновь 29 августа новое публичное заявление от усатой российской неваляшки, что он никогда не даст команду на отправку войск за пределы Беларуси. К слову, советник главы Офиса президента Украины заявил, цитата, «Лукашенко – специфический пропагандист. Его информация на 5-7% соответствует действительности». Однако мы и так знаем, чего стоят слова подстилки Кремля. Чаще подобное заверение Лукашенко стоит воспринимать с точностью наоборот. Но даже на подобное заявление очень болезненно отреагировали российские Z-каналы и даже обрушились с угрозами на своего самого ярого союзника повторить судьбу Макея. Не нужно быть ясновидящим, чтобы понять, насколько важно для Путина на данном этапе тянуть в Беларусь военный конфликт. В это же время Российская Федерация не только наращивает свое военное присутствие вдоль украинских границ, но и проводит агрессивные действия, угрожая безопасности Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и других государств Восточной Европы. Особую тревогу вызывает тот факт, что концентрация войск происходит вблизи Чернобыльской атомной электростанции, что создает угрозу ядерной безопасности как для многострадального региона, так и для всего мира. В связи с этой напряженной ситуацией Министерство иностранных дел Украины 25 августа выступило с заявлением, осуждающим недружественные действия Республики Беларусь. Напомним, что 24 февраля 2022 года, в первый день вторжения, российские войска захватили Чернобыльскую зону отчуждения, включая Чернобыльскую атомную электростанцию. В результате этого захвата на объекте были заблокированы около 300 человек, включая работников станции и охрану. Впоследствии российские войска установили на станции несколько контрольно-пропускных пунктов, и персонал оставался под строгим наблюдением до конца марта 2022 года, когда большинство российских войск покинуло район. Кроме того, Россия оккупировала Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе, и использует ее как военную базу. Российские военные удерживают персонал станции в заложниках, что создает угрозу ядерной безопасности не только для Украины, но и для всего мира. Присутствие военных на этих стратегически важных ядерных объектах является прямым нарушением международных норм и создает прецедент ядерного террора. Эти действия Российской Федерации нарушают правила и нормы, установленные такими международными организациями, как ООН, ОБСЕ и МАГАТЭ. Особенно тревожным является то, что есть информация о том, что Россия может хранить ядерное оружие на территории Беларуси. Эти действия еще больше дестабилизируют ситуацию и представляют угрозу международной безопасности. Беларусь рискует быть втянутой в конфликт, что может иметь катастрофические последствия для белорусского народа. Все эти действия Российской Федерации, от оккупации ядерных объектов до вовлечения Беларуси в войну, можно рассматривать как акты ядерного террора и угрозы глобальной безопасности. Международное сообщество должно решительно реагировать на эти вызовы, оказывая давление на Россию для прекращения ее агрессивных действий и соблюдения международного права. Важно не допустить участия Беларуси в войне, поскольку это приведет к еще большему обострению конфликта и углублению международного кризиса. От нас с вами на самом деле зависит очень многое, и каждый может сделать что-то очень важное прямо сейчас. Помогите в распространении этой информации, жду от каждого из вас подписку, лайк и комментарий. 27 августа президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с украинскими медиа озвучил ключевые моменты. В сентябре Украина представит США свой план победы, а также организует второй саммит мира, где обсудят вопросы энергетики.
Зеленский подчеркнул, что Украина не стремится к захвату чужих территорий, а ведет оборонительные операции для защиты своей страны, срывая российские планы наступления. Он отметил, что Россия оккупировала 27% территории Украины, но украинские силы не допустят дальнейших захватов, и переговоры с Путиным бессмысленны. Президент также заявил о необходимости возвращения 7,5 миллионов украинцев из-за границы, что станет одной из задач будущего Министерства единства. Кроме того, договор о транзите российского газа не будет продлен, а Украина успешно испытала свою первую баллистическую ракету. Недавний визит генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси на Курскую атомную электростанцию в очередной раз подчеркнул серьезные риски, связанные с ядерной безопасностью в условиях продолжающейся войны. 27 августа 2024 года Гросси посетил Курскую АЭС, расположенную в Курчатове, где предупредил о возможности серьезной ядерной аварии из-за боевых действий вблизи станции. По его словам, ситуация на Курской АЭС является критической и требует немедленного внимания международного сообщества. Гросси заявил, что Курская АЭС работает в обычном режиме, но находится под угрозой из-за отсутствия достаточной защиты от воздушных атак. Он отметил, что реакторы с ядерным материалом защищены только крышей, что делает станцию уязвимой для обстрелов беспилотников и ракет. Также он подчеркнул, что использование старых советских реакторов, как на Чернобыльской АЭС, повышает риски, так как они не имеют специальной защитной оболочки и могут легко стать целью атак. Ситуация на Курской АЭС вызвала особую озабоченность, так как Россия, как и ранее, продолжает безответственно вести боевые действия вблизи ядерных объектов. Подобные действия могут привести к ядерной катастрофе, которая угрожает не только Украине, но и всей Европе и миру в целом. Россия уже продемонстрировала свою готовность использовать ядерную инфраструктуру в качестве инструмента шантажа и давления на международное сообщество, начиная с захвата Чернобыльской и Запорожской АЭС в 2022 году. Тогда российские войска временно оккупировали Чернобыльскую АЭС, что вызвало международное осуждение и серьезные опасения по поводу ядерной безопасности. Хотя Чернобыльская АЭС была освобождена через несколько недель, это событие стало тревожным сигналом о готовности России нарушать международные нормы и создавать угрозы глобальной безопасности. Запорожская атомная электростанция до сих пор находится под российской оккупацией. Россия превратила крупнейшую в Европе АЭС в военную базу, размещая там военную технику и используя станцию как средство давления на Украину и международное сообщество. На фоне продолжающейся оккупации ЗАЭС МАГАТЭ неоднократно выражала обеспокоенность состоянием ядерной безопасности на этом объекте. Агентство призывало к немедленному выводу военных формирований с территории станции и восстановлению контроля украинских властей над АЭС. Однако Кремль продолжает игнорировать эти призывы, используя атомную электростанцию как инструмент ядерного шантажа. В ходе визита Гросси подчеркнул, что Украина не представляет угрозы для Курской АЭС, так как Киев ответственно относится к проблемам ядерной и радиационной безопасности. Единственная реальная угроза исходит от возможных российских провокаций, направленных на обвинение Украины и манипулирование МАГАТЭ для шантажа мирового сообщества новой техногенной катастрофой. Мировое сообщество должно усилить давление на Кремль, чтобы остановить его агрессивные действия и предотвратить потенциальные ядерные катастрофы, которые могут иметь невообразимые последствия для всего человечества. Берегите себя.